Привет, друзья! Если вы хорошо уже усвоили из моего предыдущего видео о том, как маркетологи ловко обманывают меломанов и аудиофилов на 20, а то и на 30 дБ по сигналу шуму, пользуясь приемами, так называемыми двумя приемами козы входа и искусственного завышения номинального входного напряжения, то сегодня я расскажу еще об одном финте ушами, которые на этот раз могут использовать схемотехники фонокорректоров. Чтобы было понятно, о чем речь. Очень многие рекламисты прислушиваются к схемотехникам. Схемотехники, а ну скажите, что вы такого придумали в схемотехнике вашего фонокорректора, который улучшил характеристики по отношению к конкурентам. Так вот, очень многие схемотехники могут использовать следующий прием. Они могут сказать маркетологам: вот смотрите, мы использовали во входном каскаде там 2, 4, 6, 8, там до 16, даже до 64 доходят, запараллеленных транзисторов. Это значит, что в корень из количества этих транзисторов уменьшаются приведенные ко входу шумы этого каскада. Ну, то есть, если я запараллелю два одинаковых транзистора, полевичка, вот скажем Q2, Q4, то, в принципе, да, теоретически шумы этих двух транзисторов запараллеленных будет на 3 дБ в корень из двух раз меньше, чем одного транзистора. А если будет запараллелено 4 транзистора, то шумы будут на 6 дБ меньше, чем у одного транзистора. 4 транзистора, корень из 4 это 2, значит 2 это 6 дБ. Ну и так далее. Чем больше транзисторов запараллеливается, тем меньше якобы шумы. Это теоретически правильно. Но дело в том, что, вот посмотрите, схемотехники, которые таким образом обманывают, они говорят не всю правду. А вся правда заключается в том, что, смотрите, вот у нас, скажем, Accuphase C37. У них запараллелено, вон написано, запараллелено по 3 малошумящих полевичка FET и HP6 ультрамалошумящих транзисторов биполярных в следующем каскаде. Ну, аналогично, скажем, давайте еще посмотрим кого-нибудь еще аналогичного. Кто у нас там? Ну вот, Pearl 3 из свежайшего Burning Camp 2023. Это Уэйн Колбурн, разработчик этой штуки. Он только в сентябре месяце 2023 года опубликовал вот эту схему на фестивале в Америке, который произошел под названием Burning Camp 2023. Вот его схемка. У него, видите, тут 4 транзистора SK170 запараллелено во входном каскаде. Это значит, что он тут вот приводит даже формулы расчетные, что у него, значит, если 4 транзистора запараллелено, значит, его шумы в 4 раза меньше, чем у одного транзистора. Если у одного транзистора шумы 0,9 нановольта на корень из герц, он 0,9 так, то у 4 транзисторов с учетом 10 омных вот этих вот сопротивлений будет приведенная ко входу спектральная плотность ЭДС шума 0,64 нановольта на корень из герц. Это значит, что у Колбурна в его предусилителе под названием Pearl 3. Но обращаю ваше внимание, видите вот тут вот R12 47 кОм. Оно навеки тут запаяно и никуда не выбрасывается. А дальше я покажу вам, что вот именно вот эти вот стандартные входные резисторы на 47 кОм шумят больше, чем
не то что запараллеленных 4 транзистора, а даже больше, чем один транзистор. Давайте еще посмотрим схемку какого-нибудь. Вот еще один. Еще одна схемка транзисторного фонокорректора с 4 тоже СК-170 на входе. Это какой-то неизвестный автор, мне он не подписался, и, кстати, забаненный, из Канады. Он тоже пишет, что я использую, значит, 4 СК-170 в параллель, поэтому у меня не 0,9 вольта, а 0,5 нановольта на корень из герца шумы. Но у него тоже, обратите внимание, вон тоже на входе 47 килоом резистор, никуда не девающийся, не выпаиваемый, всегда в этой схеме. Подождите-ка, а что это мне вот это вот кажется, что эта схемка достаточно похожа на наши Burning Camp 2023. А мне кажется? Да, смотрите-ка. Вот это выдал Уэйн Колбурн. Уэйн Колбурн это основной разработчик фонокорректоров фирмы Paslabs. Посмотрите-ка. Входной каскад 4 СК-170, потом, значит, каскодик стоит, и потом операционнички, которые, ну и тут вот этот, посмотрите-ка. Да, это 2023 года. 4 октября 2023 года Уэйн Колбурн представил как свой усилитель, да? А этот усилитель представил неизвестный человек из Канады, когда представил? В 2008 году, в декабре 2008. Ага. Новое — это хорошо забытое старое, ребятки, смотрите-ка. Вот эта схемка и вот эта. Довольно сильно похожи. Даже вон первое постоянное время 75 микросекунд пассивным фильтром делается, RC фильтром вот этим вот у Колбурна. И у канадца тоже вон этим резистором. Резистор, емкость. Это первое. А 3180 уже обратными связями операционничков вот этого. Ну тут вон у Колбурна тоже вон 3180 и 318 операционничками делается. Вот такие вот пироги. Красота. Ну да ладно. Пусть они разбираются сами, у кого содрал схему. Ну, важно то, что тут тоже, видите, 4, значит, полевика, но 47 килоом на входе. Это очень важный момент. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Вот я, скажем, нашел Denon PRA 1000. Это вообще 80-е годы прошлого века. Тут тоже вон по 4. 2 СК-369 в параллель. Ну, то есть по 4 в параллель, это значит корень из 4 это 2. На 6 дБ должны были уменьшить шумы. Но, смотрите, и тут 47 килоом на входе. Никуда не выпаиваемый, постоянный. Входная емкость 220 пик, и входной резистор 47 килоом. Да? Да. Смотрим дальше. Что тут еще мы можем? Я еще... вот еще, даже вот такую схему, смотрите-ка. По 8 запараллеленных P-типа и 8 запараллеленных N-типа полевиков. Всего 16 полевиков. Значит, кто-то сделал проект такой, 16 запараллеленных полевиков на входе. 16 это значит, корень из 16 это 4. Это на 12 дБ уменьшил человек как бы шумы. Но тоже вон есть на входе 47 килоом. Вот такие пироги смешные, да? Не, ну меня просто возмущает, как Колбурн слезал у этого. Ну посмотрите-ка, 1 к 1 схема. Это ж елки-палки. Да, некрасиво. Значит, почему я заострил внимание на этом 47-килоомном резисторе? Да потому что у любого резистора, любой резистор генерирует тепловые так называемые шумы. Шумы Найквиста, которые описываются формулой Найквиста. Ой, нет, подождите, немножечко я вернусь. Я нашел
предыдущий вариант перла Уэйна Колбурна. Вот он. Вот такой вот. Это упрощенный вариант. И вот такой у него был вариант полный. Вот так вот. А вот это наш канадец. А вот это вот Колбурн 2023 года. А вот это вот Колбурн 2000 там какого-то года. То есть было у Колбурна вот это. А потом у Колбурна стало вот это. А перед этим в 2008 году, за 15 лет до Бурнингампа 23, был вот такой вот канадец. Ну ладно, с этим понятно, да? Теперь еще последнее перед тем, как я перейду окончательно к резисторам. Смотрите, значит, вот эти все транзисторы входные, малошумящие полевики, у них есть, естественно, даташиты. В даташитах на все эти полевички, если они действительно малошумящие, приводится такая характеристика, как спектральная плотность напряжения шумов, приведенная к их затвору. Вот, скажем, для 2SK170 это 0,95 нановольта на корень из герц. Так? Для LSK389 это 0,9 нановольт на корень из герц. Для GFE 2140 это тоже 0,9 нановольт на корень из герц. Вот. Запомните вот эти циферки, что ну чуть меньше, чем 1 нановольт на корень из герц. Это спектральная плотность напряжения шумов, приведенная значит, ко входу любого усилителя на вот этих вот малошумящих, значит, полевичках. А теперь обратимся к той схеме, которую я вам хочу показать. Вот это, значит, типовая схема хорошего, ну то есть моего СУ-21. Это, значит, винил-корректор. У него входной каскад, видите, тоже на полевичках, на джефетах, GFE 2140. Вот. И входная цепь. Вот это вот резистор. 150 килоом у меня входной. Это резистор 1 килоом и индуктивность 500 миллигенри. Это эквивалент головки звукоснимателя ММ типа. Вот. А теперь ну, запомнили, да? Я его потом просчитаю в самом конце ролика. А пока мы перейдем к упрощенной части, чтобы не замусоливать лишней схемотехникой ваше внимание. Мы перейдем только к вот этой вот части. Вот только к входным два резистора и индуктивность. Вот она. Смотрите. Вот. Вот это резистор стандартный 47 килоом входной. Это индуктивность головки 500 миллигенри. И это сопротивление обмотки головки постоянному току 1 килоом. Эти 1 килоом и 500 миллигенри заданы стандартом на головку звукоснимателя. Вот ГОСТ 24838, он же стандарт ИЕК 268-15. Вот тут задано, смотрите. При измерении параметров, указанных в стандартах ЛТУ на аппаратуру, следует применять эквивалент звукоснимателя, состоящий из последовательных соединений индуктивности 500 миллигенри, сопротивления 1 килоом и параллельной им включенной емкости 125 пик, номинальное значение. Вот стандарт. Стандарт головка 500 миллигенри, 1 килоом. И еще один момент хочу заострить. Меня иногда значит, пытаются задеть то, что у меня в моем фонокорректоре СУ-21 век входное сопротивление не 47 килоом, как предписано стандартом, а 150 килоом. Так вот, я хочу сказать, что мое входное сопротивление 150 килоом соответствует стандарту. Читаем еще раз. Входное сопротивление килоом. И очень важный момент, не менее 47 килоом. Видите?
Не менее 47 кОм. А у меня 150. 150 больше, чем 47? Больше. Не менее, чем 47? Не менее. Значит, мои 150 кОм совершенно четко соответствуют стандарту ГОСТ и стандарту МЭК. Еще один момент. Видите, тут 3 звездочки. 3 звездочки. Входная емкость усилителя должна быть не более 220 пикофарад. У меня 25 пикофарад вместе с емкостью кабелечка, который внутри Тонарма. Сам транзистор GFE2140 имеет емкость, емкость стока 13 пикофарад. Плюс 12 пикофарад примерно это емкость тех маленьких проводочков, которые прокладываются внутри Тонарма. 13 плюс 12, 25 пик. Вот у меня мой конструктив обеспечивает входную емкость 25 пикофарад и мое входное сопротивление 150 кОм, которое достаточно серьезно отличается от 47 кОм и 220 пик по стандарту, так сказать, в кавычках. Почему-то все привязываются к этим 47 кОм, а я сейчас покажу, что 47 кОм это очень плохая штука. Это неправильная штука. Смотрите. Ну, первое, что я хочу вам сказать из теории шумов, это то, что шумовой ток, генерируемый резистором с сопротивлением R, равен и корень квадратный из 4 КТБ разделить на R. Здесь К это постоянная Больцмана, Т это абсолютная температура, а Б это полоса частот. Это формула Найквиста, так называемая. Вот это. Для напряжения она выглядит вот так. Вот 4 КТБ-R умножить на R. То есть напряжение шумов пропорционально корню квадратному из R, а ток шумовой обратно пропорциональный корню квадратному из сопротивления резистора. Вот давайте сейчас посмотрим. Я поставлю полосу анализа 1 Гц, чтобы получить спектральную плотность шумов, а не шумы в полосе 20 кГц. Так? И сюда впишу 47 кОм. 47, раз, два, три. Компьют. Видите, получил. Спектральная плотность шумового тока, который генерирует резистор с сопротивлением 47 кОм, равна 0,5868 пика ампер. РМС это среднеквадратическое значение. Запомнили, да? 0,5868. А теперь давайте сделаем следующее. Давайте сюда же впишем 150 кОм. 150. Раз, два, три. Компьют. Видите? Для 150 кОм токовый шум будет равен 0,3284 пика ампера среднеквадратическим на корень из Гц, в полосе 1 Гц. Вот. Что это значит? Это значит, что резистор с сопротивлением 150 кОм генерирует токовый шум в сколько там было, 58,68 разделить на 32,84, это получится 1,786 раз. То есть 150 кОм шумит меньше, чем 47 кОм в 1,79 раза. 79 раза. Это, давайте-ка посчитаем, 1,79 раза. Это сколько у нас получается децибел? 5,05, 5,06 децибел. Ну, будем считать 5 децибел. Видите, да? Значит, 150 килоомный резистор
создает токовый тепловой шум на 5 дБ меньше, чем 47 килоомный резистор. Ну вот, мы сейчас оперировали с вами понятием спектральная плотность тока. Это мощность тока в полосе анализа 1 Гц. Но для того, чтобы получить привычные нам среднеквадратические значения во всем звуковом диапазоне, мне надо вот сюда вписать не 1 Гц полосу анализа, а 20 кГц. Что я сейчас и сделаю. 20 тысяч Гц. Вот. Компьютер. Видите, получил 46,4 пика ампера среднеквадратических. Это уже напряжение, то есть это ток, извините, это ток, среднеквадратическое значение тока, которое генерирует этот резистор в полосе 20 кГц. Ну, и это можно было сделать и по-другому. Если у нас есть спектральная плотность, вот, то эту спектральную плотность надо умножить на корень из 20 кГц, то есть на 141. И мы получим среднеквадратическое значение тока в полосе 20 кГц. Ну, вы запомнили, да? Давайте теперь для 40, значит, поставим такие 20 кГц. Просчитаем. Значит, 46,44 пикоампера среднеквадратический. Это 150 килоомный резистор генерирует такой ток. А 47 килоомный резистор будет генерировать ток больше, на 5 дБ. О, видите, 82,98. 83 пикоампера среднеквадратических. Ну, все правильно. Вот, значит, с током мы разобрались. Вот в нашей схеме вот этот вот резистор 47 кОм генерирует ток шумовой, который протекает вот сюда, в головку. Не на вход усилителя. Усилитель-то у нас имеет большое входное сопротивление. А вот это вот резистор 1 кОм и индуктивность 500 миллигенри, она меньше даже, чем этот резистор R42 и гораздо меньше, чем входное сопротивление усилителя, который дальше стоит. Так вот, этот ток будет протекать по этой индуктивности и вот этому резистору, то есть по головке, и будет, согласно закону Ома, создавать на них шумовые напряжения. Чтобы определить по закону Ома, какое будет напряжение, если нам известно сопротивление и ток, нам надо что значит сделать? U равняется I умножить на R. И у нас известное, мы уже с вами вычислили для 47 кОм и для 150. Давайте теперь вычислим, какое будет полное сопротивление вот этой вот цепочечки, то есть какое будет внутреннее, каким будет полное сопротивление нашей головки звукоснимателя ММ-типа. Обратимся опять-таки к онлайн-калькулятору. Вот. Вводим сюда, сколько там у нас, 1 кОм и 500 миллигенри. И зададим частоту, скажем, 1 кГц. Так вот, цепочечка из 1 кОм, соединенная последовательно с 500 миллигенри, на частоте 1 кГц рассчитываем. Рассчитываем наше полный импеданс 3,3 кОм. При этом реактивная составляющая превалирует над 1 кОм. То есть на частоте кГц наша головка 500 миллигенри уже индуктивная, имеет уже индуктивный характер в значительной степени. Потому что 3 кОм сопротивления индуктивности и итоговая суммарная корень квадратный из R плюс XL. Это 3,3 кОм. Значит, что мы делаем теперь? Ну, грубо это все, грубо. Нам теперь необходимо, значит, вот этот наш ток
умножить на 3,3 килоома. То есть для резистора 47 килоом мы берем 83 пикоампера, умножаем на 3,3 килоома, получаем 274 нановольта. А если у нас резистор 150 килоом, вот этот вот R2 будет, то мы умножаем 46,4 пикоампера, умножаем на 3,3 килоом и получаем 153 нановольта. С резистором 47 килоом 274, а с резистором 150 килоом 153 нановольта. Меньше. Но это еще не все. Давайте-ка прикинем, какое будет сопротивление головки внутреннее на частоте, скажем, больше, чем 1 кГц. Ну, скажем, 10 кГц. Давайте подставим-ка сюда не 1 кГц, а 10 кГц. Вот так. И по новой рассчитаем. Видите? Сопротивление головки стало 31,4 килоома. Ну, грубо говоря, частота в 10 раз выросла у нас, и сопротивление индуктивности тоже выросло в 10 раз. 31 килоом. А если я этот ток, этот самый ток, 83 пикоампера, 47 килоомный, умножу на 31 килоом вот этого суммарного сопротивления, я уже знаю, знаете, сколько получу? Я уже получу не 274 нановольта, как на килогерце, а 2,6 микровольта. В 10 раз больше шумовое напряжение будет на высоких частотах. Ну, это все так вот и получается. Что шумовой резистор, видите, у меня тут никакого усилителя фактически нет. Вот это вот X2, это у меня взвешивающий фильтр, он только в одну сторону пропускает, он не шумит никак. Это идеализированный взвешивающий фильтр по Mac-A, Type A. Это фича микрокапа. Она, кстати, вот кто не знает, она содержится вот тут вот компоненты, аналоговые примитивы, макросы, фильтры и F-weighting. F-weighting вы вынимываете и ставите сюда. Ну, там надо будет в параметрах указать А, потому что есть тип А, Б, С, Д. Ну, тип А принято, Mac-A и EC-A. Вот так. Значит, к чему я веду? Если мы подведем итог всему сказанному, то значит, мы сможем убедиться, даже вот с помощью этих примитивных калькуляторов. Нойз-калькулятор и импеданс-калькулятор. По закону Ома и по закону Найквиста мы убедились, что при сопротивлении 47 килоом у нас напряжение на 5 дБ больше шумовое, чем при 150 килоомах. А если мы приведем вот те измеренные напряжения 274 нановольта разделим на корень из 20 кГц, ну, чтобы получить спектральную плотность в полосе 1 Гц, то мы получим для 47 килоомов для резистора вот этого входного с сопротивлением 47 килоом мы получим напряжение, которое он генерирует вот в этой точечке в своей, на вот этих вот элементах, мы получим 1,94 нановольта на корень из герца. 1,94. А вы помните, какое у нас было ЭДС шума наших полевичков? 2СК 170, ЛСК 389, GFE 2140. Меньше 1 нановольта на корень из герц. А тут вот этот резистор только 47 килоомный образует на головке звукоснимателя напряжение почти в 2 раза больше, чем шумовое напряжение одного транзистора. Уловили, к чему я клоню? Вывод какой делаем. 47 килоомный резистор на входе стандартный,
создает шумы на головке звукоснимателя, которые больше почти в 2 раза тех шумов, которые генерирует одиночный, современный, хороший полевичок входной. Поэтому совершенно без разницы, если мы поставим, скажем, запараллелим 4 полевика и снизим входные шумы самого транзистора в корень из 4 раз. То есть на 2 там будет не 0,9 нановольт на корень из герца, а 0,5 нановольт на корень из герца. Почему это до лампочки? Потому что шумы усилителя, который будет вот здесь вот, суммируются с шумами резистора вот этого вот по среднеквадратическому закону. А в связи с тем, что шумы резистора больше шумов полевика, то есть полевики, или сколько там их количество, или нету там их полевиков, общие шумы, приведенные вот в эту точечку, будут определяться вот этим вот резистором. Понимаете, да? Вот почему это видео я назвал так: когда резисторы шумят сильнее транзисторов. Вот этот вот дурацкий 47 килоомный в кавычках стандарт, который совсем не стандарт, потому что я вам показал, что в стандарте написано, что этот резистор должен быть не менее 47 килоом. Так вот этот вот дурацкий стандарт приводит к тому, что какой бы хороший мы ни сделали малошумящий входной фонокорректор, входной каскад на полевиках, на сверхмалошумящих, и даже если мы там поставим 16 штук в параллель, и он совсем не будет шуметь, все равно наша система фонокорректора, в котором на входе стоит 47 килоом, так вот этот вот резистор зашумит так, что в разы будут шумы больше, чем те шумы, которые реальные транзисторы на входе создают. Вот такая смехотовина. Смешно, да? Мне тоже. Но это мы с вами, так сказать, рассуждали про шумы на пальцах, на основании общих законов Кирхофа, Ома, Найквиста. А ведь в нашем распоряжении есть программа анализа электронных схем Microcap 12, которая учитывает все шумы не приблизительно и с какими-то допущениями, а совершенно метрологически и математически точно. Так вот, я сейчас вам покажу на примере вот этой схемы, насколько действительно 47 килоом хуже, чем 150 килоом. Смотрите. Для того, чтобы измерить шумы... еще, значит, момент. Я использую взвешивающий фильтр MAC-A. Ну, он имеет примерно вот такую вот чехлу. Те, которые не знают, что это такое, это псофометрический взвешивающий фильтр, который приближает результаты измерения шумов к их субъективному восприятию нашим слухом. То есть заваливает немножко низкие частоты, чуть-чуть заваливает высокие, и в районе там от 2 до 8 кГц имеет максимум. Вот я использую этот фильтр для того, чтобы получить приближенные к слуховому восприятию оценку шумов. Итак, как в микрокапе это шумы наши определяются? Заходим в AC Analysis. В AC Analysis задаем параметр ONoise, Output Noise, выходной параметр Output Noise. Это будет у нас, значит, на первом графике спектральная плотность выходного шума в размерности нановольты на корень из герца. А на втором графике я выведу значит, среднеквадратическое значение шума в полосе анализа. Полоса анализа у нас вон 20 кГц, от 1 Гц до 20 кГц. И вот в этой полосе анализа я вычисляю output noise в квадрате. Вот это вот output noise в квадрате. Потом беру SD, это интеграл по частоте вот этой функции noise в квадрате.
вот в этой полосе анализа, в полосе анализа 20 кГц. SD это в микрокапе значок интеграла. Значит, я беру интеграл из квадрата спектральной плотности, а потом из этого интеграла беру square root, квадратный корень. То есть во втором графике мы будем иметь, значит, вывод графика зависимости, значит, среднеквадратического значения выходного шума в зависимости от частоты анализа. Понятненько, да? То есть верхний график это будет спектральная плотность, а нижний это среднеквадратическое значение. Все понятно. И еще я задаю степпинг по резистору R2 в диапазоне от 47 кОм до 150 кОм с шагом 150 кОм. То есть мне выдвинется два графика. Один график будет соответствовать резистору 47 кОм входному, а второй график 150 кОм. Окей. И поехали, значит, run, анализ. Вот. Вот сразу же мгновение, буквально меньше секунды, да? Вот смотрите, верхний график это спектральная плотность шума, размерность output noise, вольты на корень квадратный из герц. Но тут нано, поэтому это привычные нам нановольты на корень из герц. Нижний график это square root от интеграла от noise в квадрате в размерности микровольт. Микровольт. Сейчас я включу курсор, и мы посмотрим, какие значения имеет. Вот, значит, курсор по спектральной плотности. Вот смотрите, скажем, на частоте 1 кГц при R2 47 кОм у нас спектральная плотность, рассчитанная микрокапом, 1,905 нановольт на корень с герц. Ну, это примерно то же самое, что мы вычисляли с вами, значит, вручную. То вручную у нас получилось 1,94. А тут 1,9. Так? Значит, а для резистора 150 кОм, вот он, 150 кОм, наша спектральная плотность шумов на 1 кГц 1,08 нановольта на корень с герца. А было, я вручную посчитал 1,09. Ну, нормально, да? Но там я считал, брал эти формулы дурацкие, все высчитывал, приблизительно все. А тут совершенно четко, точно. На частоте 1 кГц 150 кОм формирует на полмиллигенри и 1 кОме головки, значит, напряжение со спектральной плотностью 1,08 нановольт на корень с герца, а 47 кОм 1,9. Ну, то есть вот это приблизительно столько же, сколько и полевички хорошие, а это в 2 раза больше. Но это на 1 кГц, ребята. А посмотрите-ка, что у нас творится, скажем, на 10 кГц. На 10 кГц вот этот вот наш 47 кОмный резистор создает спектральную плотность 11,4 нановольта на корень из герца. А 150 кОм тоже не слабо, 7,6 нановольта на корень из герца. Вот. Вот так. Почему так происходит? Да потому что на высоких частотах индуктивность наша, вот это, имеет большое индуктивное сопротивление, поэтому согласно закону Ома на ней на 10 кГц в 10 раз напряжение больше выделяется. Давайте теперь спустимся на нижний график. Вот он. Нижний график это график среднеквадратического значения напряжения. Вот если полоса анализа 20 кГц, то на входе нашего вот этого резистора, на входе, приведенные ко входу шумы, будет 0,9 микровольта или 911 нановольт.
Это если резистор 150 кОм. А если у нас резистор 47 кОм, то шумы возрастают до 1,3 микровольта. То есть на выходе у нас 1,3 микровольта или 0,9 микровольта. 150 кОм резистор 0,9 микровольта на выходе, среднеквадратическое значение напряжения. А при 47 кОмах 1,312 микровольта. Если мы разделим 1,312 на, сколько там у нас, на 0,911, мы получим 1,44 раза или 3,16 дБ. Как видите, среднеквадратические шумы на 3 дБ меньше с резистором 150 кОм, чем с резистором 47 кОм. 3 дБ вроде бы как немного, но с другой стороны это ровно столько, сколько происходит выигрыша в входном каскаде на транзисторах, если мы запараллелим два транзистора. То есть вместо того, чтобы снижать шумы усилителя применением двух запараллеленных транзисторов, достаточно с таким же точно результатом, даже чуть лучше, на 3 дБ, изменить входное сопротивление 47 кОм на 150 кОм. Кстати, этот прием, вот, увеличения входного сопротивления малошумящих предусилителей, носит название охлажденка. У меня уже было пару фильмов и пару материалов на моем патреоне, в котором я подробно рассказывал, что такое охлажденка и как ее едят. Но обычно охлажденка активная, то есть вместо 47 кОм входного сопротивления используют, сейчас я попробую найти у Дугласа Селфа. Ага, вот. У Дугласа Селфа есть разделчик про охлажденку. Оно называется Cartridge Load Synthesis for Lower Noise. Охлажденка еще называется, кроме кулинга, еще Cartridge Load Synthesis. Синтезис нагрузки картриджа. Вместо 47 кОм используется, сейчас посмотрим, сколько тут вот в его схеме. Ага, вот вместо 47 кОм он использует резистор на мегом, то есть в 20 раз больше. Но подключает вместо земли этот резистор к инвертирующему усилителю с усилением минус 20. То есть берет входное напряжение, инвертирует его, умножает в 20 раз и подключает к резистору не 47 кОм, а 1 мегом. То есть в 20 раз больше. Резистор в 1 мегом имеет токовый шум в корень из 20 раз меньше, чем резистор 47 кОм. И поэтому шумит он меньше. Он будет меньше создавать, как и у меня, 150 кОмный мой резистор. Вот. Но в связи с тем, что одномегомный резистор подключен к усилению минус 20, ток входной будет примерно такой же по сигналу. Не по шумам, а по сигналу. То есть шунтирующая головку действия резистора останется прежним. Почему все боятся увеличивать 47 кОм? Потому что почему-то считают, что увеличение этого резистора ухудшает шунтирование входного LCR-контура и якобы будет пик на чехе. Головки звукоснимателя. На самом деле это не так. Вот я в свое время, используя программку фона LCR, просчитал свой вариант 25 пик 150 кОм, получил вот такую ачеху.
сравнил его со стандартным 47 кОм 250 пик, получил вот такую АЧХу. Ну и Perl 3, это Уэйновский, этот вот, который мы рассматривали, значит, предусилитель с 4 запараллеленными 2SK170, значит, у которого 120 пик, а один SK170 имеет входную емкость 30 пик. Поэтому 4 запараллеленных будут иметь входную емкость 120 пик. И у него в его фонокорректоре Perl 3 входная емкость минимальная это 120 пик. С такой емкостью, что 47 кОм вот имеет завал, видите, уже на 10 кГц. А если со 120 пиками поставить 150 кОм, как у меня, то будет вот такой вот горб, действительно, аж на 6 дБ, на частоте резонанса 17 кГц. То есть, вот чем плох вход с большой емкостью. 120 пик это, кстати, не самая большая емкость, но все равно плохо, видите. Либо подъем на 6 дБ на 17 кГц, либо завал на 10 кГц больше, чем стандартный. А у меня 25 пик 150 кОм, а АЧХ линейно до 38 кГц. То есть повышение входного сопротивления при минимизации входной емкости только расширяет АЧХу головки в комплексе с входным сопротивлением. Итак, возвращаемся к нашей схемке вот в этой вот. Опытные схемотехники мне возразят. И возразят правильно. Скажут так: Сухов, ты, конечно, большой ученый, но где тут у тебя АЧХ РИАА? А ее у меня действительно тут нет. У меня есть взвешивающий фильтр, который приближает результаты измерения шумов к их слуховому восприятию. Но у меня нету вот той вот РИАА АЧХи, которая имеет подъем на 20 кГц, на 20 дБ относительно кГц, и завал на 20 подъем на 20 Гц и завал на 20 кГц, на 20 дБ относительно 1 кГц. У меня тут действительно его нету. Поэтому вот эти наши рассуждения и наши расчеты, они тоже, как говорится, ну, относительные. Поэтому, чтобы уж совсем быть точным, я сейчас вот эту схему нашу закрою. Вернусь к схеме моего винил-корректора Су-21, версия 7. И просчитаю все шумы, как положено метрологически, вот от этого вот входа до вот этого вот выхода, который называется EEC-A-weighted, до выхода взвешивающего фильтра. А тут у меня есть и АЧХ РИАА, которая делается вот этой вот цепочечкой обратной связи, и, собственно, транзисторы, и все остальные элементы. Микрокап просчитывает выходные шумы с учетом абсолютно всех резисторов, абсолютно всех транзисторов и абсолютно всей входной цепи. Вот от этой точечки input до вот этой точечки EEC-A-weighted. Ну что, давайте посчитаем. Анализис AC. И тут я вычисляю O-noise разделить на 281 и square root SD интеграл от O-noise в квадрате разделить на 281. Что такое 281? До вычисления шумов я сейчас объясню, что это такое. Это коэффициент усиления моего винил-корректора на частоте 1 кГц. Для чего это я сделал? А для того, чтобы мы привели шумы выходные ко входу. Это то, что называется в англоязычной литературе reference to input. Шумы, приведенные ко входу. Да и в нашей метрологии все малошумящие устройства, для всех малошумящих устройств, выходное напряжение шумов приводится ко входу, чтобы можно было сравнить
значит, шумы, приведенные ко входу, с номинальным входным напряжением 5 милливольт. То есть отвязаться от коэффициента усиления самого значит, устройства путем деления выходных шумов на коэффициент усиления на 1 кГц. Сейчас мы проверим, какой коэффициент усиления на 1 кГц. Ран. Вот это АЧХ. Вот это на частоте 1 кГц. 48 и 87. Ну, 49 дБ. На частоте 1 кГц коэффициент усиления 49 дБ. 49 дБ это 281 в разах. И я что делаю? Я отключаю АЧХу, включаю шумы. И видите, он noise разделит на 281 и выходные, этот самый квадраты выходного шума, интеграл и корень квадратный тоже делятся на 281. Таким образом, выходные шумы приводятся ко входу. То есть я делю на коэффициент усиления на 1 кГц. Это обязательное метрологическое правило для значит, устройств, у которых нелинейная АЧХ. Все приводится к значит, коэффициенту усиления на 1 кГц, а не по частотному диапазону. Выходные шумы разделить на коэффициент передачи на частоте 1 кГц, он равен 281. Вот и тогда мы получим правильное значение шумов, приведенных ко входу. Поехали. Вот. Значит, вот у нас на частоте 20 кГц. Смотрим. На частоте 20 кГц среднеквадратическое значение взвешенных по МЭК-А и взвешенных характеристикой РИАА шумов 246 нановольт или 0,246 микровольта. Ну, а это взвешенные, приведенные ко входу значит, спектральная плотность в нановольтах на корень из герц. Вы видите, что максимум в районе 2-3-4 кГц. То есть это и не высокочастотный шиповничек, а такой среднечастотный. Вот. А выходное напряжение, среднеквадратическое значение, взвешенное по МЭК-А и взвешенное АЧХой, собственно, корректор 0,246 микровольта. Что нам остается для полного счастья? Вот эти вот 0,246 микровольтов, это шумы, приведенные ко входу. На эти 0,246 надо разделить 5 милливольт входного номинального напряжения на частоте 1 кГц. То есть 5000 микровольт разделить на 0,246 микровольта. Это получится 20325. 20325 в разах. В децибелах получается 86,16 децибела. Ну, грубо говоря, 86,2 децибела. То есть совершенно четко и метрологически корректно, с учетом всех элементов схемы, не только каких-то входных или только транзисторов, а всех резисторов и всех транзисторов, всех элементов, в том числе и входной цепочечки вот этой, 1 кОм сопротивление обмотки и 500 миллигенри индуктивность головки. С учетом входной емкости входного резистора 150 кОм и абсолютно всех элементов, выходное напряжение
шумов, разделенное на 1 на коэффициент передачи на частоте 1 кГц, вот в эту точечку, составляет минус 86,2 дБА. дБА это децибелы, взвешенные фильтром МЭК-А. Вот так. Все метрологически совершенно четко. Кстати, вы видели и мое видео, в котором были проведены реальные измерения шумов, реально собранного в железе винил-корректора. И там получены даже лучше на 2 дБ. Не 86, а 88 дБ сигнал шум. Вот так. Все метрологически четко и адекватно. Все, наверное, на сегодня. Спасибо за внимание. Все. Будут вопросы, задавайте мне в конференции на моем Патреоне. До новых встреч. Всегда ваш Николай Сухов.